Всем привет! Меня зовут Дмитрий Белоусов, и в этом ролике я вам расскажу про то, какие виды инспекций бывают в Китае на производстве и не только на производстве, как их правильно применять, сколько они стоят и любая другая полезная, очень подробная информация относительно инспекций в Китае. Первый вид инспекции называется аудит фабрики. В каком случае он делается? В том случае, если у вас есть серьезные намерения что-то производить или разрабатывать с той или иной фабрикой. У вас есть какой-то большой предварительный этап взаимодействия перед тем, как вы начнете сотрудничество. И вам необходимо, чтобы уже не проводить этот этап вместе с какой-то фабрикой, которая потом вовсе может оказаться не фабрикой, удостовериться в том, что, во-первых, это действительно фабрика, а не торговая компания, которая шифруется под фабрику. Такое, к сожалению, бывает. И если, допустим, вы находите поставщика на сайте alibaba.com, там, знаете, практически 50 на 50, это может оказаться и торговая компания, и фабрика. Ушлые китайцы, выучив английский язык, думают, что, в принципе, они могут прикидываться кем угодно. И для лаоваев, это по-китайски иностранцев, предоставлять какие-то услуги, перепродавая услуги или товары от тех фабрик, которые, либо не хотят работать за границей, либо не умеют, либо не научились, либо еще какие-то трудности имеют. Если же вы находите поставщика через другие каналы, например, на сайте 1688 и так далее, тогда это более вероятно фабрика. В общем, вам надо проверить, фабрика это или не фабрика. Что еще можно проверить? Допустим, соответствие уставных документов тем, которые прислали вам, являются ли это представители действительно этого юрлица и так далее. Реальность их производства, масштабы их производства, наличие отдела по контролю качества, наличие тех или иных станков, потому что для разнообразного, допустим, очень специализированного производства, например, как-то я искал дизельные форсунки стандартов Евро-4, Евро-5. И оказалось, что стандарта Евро-4 в Китае производится, и это считается уже довольно технологичное производство, которое мало где есть, оно очень дорогое, там станки по $1 миллион и более, и так далее. Стандарта Евро-3 выше крыши, он не такой еще технологичный, а стандарта Евро-5 в принципе нету. То есть все поставщики, которые, допустим, были по стандарту Евро-5, они просто перекупали и перепродавали, хотя они сразу в этом признавались. Вот это вам пример. Поэтому аудит поставщика нужен в вышеозначенных целях. Сколько он стоит? Давайте скажем так, что в принципе все виды проверок и инспекций, которые я вам называю, они не имеют какой-то сильно большой специфики разной в производстве друг между другом. Отсюда и цена у них практически одинакова, просто они имеют разные цели и проводятся в разные этапы производства или в разное время. А так в целом это все плюс-минус стоит там $200-250, иногда чуть-чуть дешевле, иногда чуть дороже. Иногда сюда могут быть включены транспортные расходы, иногда могут быть исключены транспортные расходы. Если это проверка на несколько дней, та или иная, то иногда на вас могут накладываться дополнительные расходы, допустим, на проживание и питание человека, которого вы куда-то отправили. Это отвлечение в сторону цены было, чтобы мы уже не возвращались к этому вопросу дальше. Итак, переходим к следующему типу проверок. Инспекция перед началом производства. Чем она отличается от аудита? Аудит не означает еще, что вы с фабрикой будете работать. Или означает, что вы с ней, может, будете работать в случае, если все будет хорошо, когда-то через какой-то промежуток времени. Перед началом производства это когда, допустим, уже закупили сырье. То есть вы уже заключили договор, возможно, даже оплатили. И вам необходимо перед началом производства, допустим, проверить сырье. Это актуально не во всех нишах, не во всех товарных нишах и сферах и так далее, но кое-где актуально. Вам надо, допустим, проверить, правильные ли цвета пришли, правильная ли фурнитура. Актуально это, допустим, там, где много мелочей, в производстве одежды, обуви, где-то в производстве какой-то сложной электроники. То есть, чтобы потом вам не сшили или не укомплектовали, не сложили, сборку не провели чего-то из неправильных материалов, и потом это сложнее уже откатить обратно. Понимаете, да? Точно так же цены те же самые. Вернемся теперь опять у нас автопчик в сторону ТЗ. То есть на каждый тип проверки, как в принципе на все работы, надо делать ТЗ. Я надеюсь, что вы такие ответственные и опытные предприниматели, которые понимаете, что такое ТЗ. То есть его точность, его объемность, цель, которую вы хотите достигнуть, должны быть максимально подробно расписаны. Вы можете потратить на это даже неделю времени.
Но чем лучше вы составите ТЗ, тем лучше вы получите результат. ТЗ это как проект здания, дома, который вы строите. Ну, если сделать его за полдня тяп-ляп, то у вас и дом выйдет такой не очень, да. Если его делают хорошие инженера, делают это пару месяцев, то все будет круто, да. Но здесь инженер вашего бизнеса это вы, поэтому ТЗ такое надо составлять вам. Наши менеджеры иногда помогают клиентам, наталкивают их на те или иные мысли по опыту. Это людям помогает, сокращает их время, за что клиенты нам часто благодарны. Поэтому, если будете сотрудничать с нами, обращайтесь, мы вам поможем это ТЗ сформировать. Или дадим какие-то шаблончики. Вот. Итак, вы предоставили ТЗ, человек проверил все, вам в результате выдал ответы. Следующий, третий тип проверки – это инспекция на стадии производства. Инспекция на стадии производства. Она проводится тоже в зависимости от того, какой товар у вас производится, в зависимости, ну, может быть, от вашей опытности, от вашей волнительности и так далее. То есть поначалу вы можете волноваться больше или меньше. Вот. Но где-то совершенно точно надо проводить проверки на стадии производства, например, при производстве обуви или одежды. Где-то это не обязательно. Тут уже компания, с которой вы работаете, там фрилансер, эксперт, кто-то должен вам советовать и говорить: ребята, мы рекомендуем проверять этот товар раз, два, три, четыре, пять на таких-то стадиях, потому что мы можем предотвратить то-то, то-то, достичь таких-то целей, вы потратите раз, два, три, четыре, пять денег, но сбережете или сократите риски, ты-ты-ты. Согласитесь, круто, когда вот так вот подробно и точно вам все рассказывают, как бы люди, которые имеют опыт. Это называется экспертность. В нашей компании такая экспертность есть. Поэтому стоимость данной проверки такая же, как у всех, тоже проводится там полдня-день, тоже составляете ТЗ и так далее. И опять делаем очередной автопчик, рассказываем про то, что в ТЗ и в результаты той или иной проверки должны, как правило, входить фото, видео, материалы. То есть для того, чтобы зафиксировать то или иное, не знаю, факт, мероприятие или что-то, вы, как правило, должны указывать, в каком виде это фиксировать. То есть иногда это фиксируется в текстовом виде, то есть инспектор что-то посмотрел и там написал. Иногда это должно фиксироваться в фото-варианте, иногда в видео-варианте, когда это какое-то динамическое действие, как там что-то раскладывается, включается, работает и так далее. Вот, поэтому совместно с текстовым отчетом по вашему техническому заданию вам, как правило, должна предоставляться ссылочка в теле этого отчета или отдельно, где будут фото-видеоматериалы, которые тоже надо как бы желательно указывать, какие в каком объеме вы хотите получать. Следующий тип проверки – это инспекция перед отгрузкой. Вот этот тип проверки присутствует практически во всех производствах. То есть если предыдущие, ну они, скажем, опциональные и зависящие от чего-то там, то из всех типов, которые мы сегодня рассмотрим инспекции, вот этот надо производить всегда. Просто всегда, как правило. Почему? Потому что китайцы, даже если они хорошо с вами поначалу работают, могут расслабляться, могут что-то не понимать, могут тупить несознательно, могут сознательно тупить и что-то делать не так. Поэтому перед тем, как оплачивать вторую часть вашего платежа, надеюсь, в вашем случае это 70-80%, у вас сохраняется довольно большой такой финансовый рычаг, чтобы если что-то после проверки оказалось не так, вы могли, ну, не упоминая про это, но все понимают, они будут это быстрее исправлять. Вот, поэтому не платите никогда 50% или более, платите 30% максимум. И перед тем, как оплачивать вторую часть, вы проводите предотправочную вот эту проверку. Там уже тоже у вас ТЗ есть, что и как проверить, зафиксировать. Это вот самая сильная, нужная, стандартная и необходимая проверка, которая, в принципе, во всех товарных нишах нужна. Вот. Иногда ее могут заменять в случае, если это закупка небольшого количества товара с 1688 или с каких-то платформ, или закупка чего-то на рынке. Иногда ее могут заменять на проверку товара на складе. Но согласитесь, когда вы заплатили уже поставщику там, на рынке или где-либо 100% за товар, естественно, вы заплатили заранее, вы же не можете просто так унести, то потом уже откатывать назад не всегда это выходит. Тем более китайцы, как и многие люди,
не очень любят расставаться с деньгами, поэтому там нет такого, вот мне не нравится, ну ладно, держите денежку обратно. Такое там очень трудно достижимо, даже если вы работаете через гарантии площадки там alibaba.com, Trade Assurance или 1688. Тоже не факт, что поддержка станет на вашу сторону. Это вам на заметочку по нашему опыту наших клиентов. Последний вариант, тоже опциональной инспекции, это контроль погрузки контейнера. Иногда, если это довольно большая партия, может быть просто контроль погрузки там, не знаю, там, в грузовик или еще куда-то. Вот. Но, как правило, все-таки контролируется перед погрузкой в контейнер. Зачем? Потому что, как правило, эта проверка проводится через там, неделю примерно после того, как вы уже провели проверку по окончанию производства, заплатили финальную сумму и хотите отправлять. И вам надо как бы этот товар, который вроде уже проверяли, проверить еще раз. Потому что китайцы иногда могут что-то натупить, допустим, положить что-то там на палетах, а надо не на палетах. Допустим, доложить какие-то дополнительные запчасти, а это увеличит вес, объем и добавит дополнительную номенклатуру в контейнер, и потом просто появляются риски, что на таможне ваш контейнер может быть остановлен на досмотр. Вы, получается, уже должны заплатить деньги за то, что вот он там простаивает и так далее. Это спокойно может быть 1000, 2, 3000 долларов, даже 5000 долларов. Спокойно может быть. Это может быть пару дней, может быть пару недель и так далее. Чтобы всего вот этих рисков избежать, надо проверять, что все там правильно загружается, фотографировать, что, допустим, легкое кладется сверху на тяжелое, а не наоборот, что кто-то не уронил что-то на угол, не поломал, не потерял и так далее. Вот, то есть есть определенная форма отчета такого, то есть там фотографируется контейнер в начале, вот, заходишь, проверяешь контейнер, чтобы в нем не было дырочек, отверстий каких-то, потому что потом туда может попасть вода, там что-то может загнить, закоротить и так далее. Фотографируешь его снаружи, у него есть определенный номер, потом это загружается. Иногда это рефрижераторные контейнеры, в них необходимо там какие-то датчики мониторинга температуры, чего-то положить, проверить, что они подключены к генератору. Вот. Потом закрываешь его, дают еще пломбу, опечатаешь, фотографируешь и так далее. Ну, это целая процедура, она полезна, она нужна. И чем больше фабрик, допустим, поставляет вам товар и загружает в один контейнер, тем больше это надо. Вот. Чем меньше вы работали с такой фабрикой, тем больше это надо. Ну, вот такие, в общем, параметры. Ну, теперь немножко такие уже гибридные варианты инспекции. То есть инспекция, допустим, может проводиться на нашем складе, если вы туда отправили какой-то товар. У вас небольшое количество товара, и так уж вышло, что вы его купили уже или вам его произвели, но вы поздно опомнились и хотите, чтобы кто-то его проверил перед отправкой. На складе тоже можно проверять. Это могут делать транспортные компании, наша компания, то есть разное, тут специально кого-то искать не надо, но, как правило, это делает тот, кто владеет или располагается на каком-то складе, чтобы иметь возможность туда принять это, проверить и так далее. Здесь также порой люди обращаются, чтобы консолидировать груз или хранить его в каких-то небольших объемах времени, в периодах времени. Это производится бесплатно, если это долго или там много манипуляций, это производится платно, поэтому тут тоже можно договариваться. На этом, в принципе, по инспекциям все. Если вас заинтересовало проведение той или иной инспекции, вы можете обращаться к нам. Наша компания проводит все виды подобных инспекций. Если, допустим, вы не знаете вообще, нужна вам та или иная инспекция, вы тоже можете обращаться к нам. Мы вам скажем, в принципе, надо ее проводить или нет. В общем, любые виды запросов можете направлять вот сюда по контактам ниже к нашим менеджерам. Они будут делать такой бесплатный, быстрый скоринг вашего проекта и давать свои экспертные рекомендации, а затем будем переходить к таким уже плодотворным и, надеюсь, длительным взаимоотношениям. На этом все. С вами был Дмитрий Белоусов, компания EasyChina Business. Пока!